Друзья, всем привет! А вы на канале Несет Длительной, и сегодня мы побываем с вами в Горном Далате. Также вам покажем места, которые мы успеем посетить за один день. Так, ну что, время у нас уже 5:45. Мы стали сегодня пораньше и готовы уже выезжать в Далат. Запаковались, подготовились к поездке. Первая незапланированная остановка. Проехали мы уже 46 километров, где-то 1/3 пути уже проделана. А мы остановились переодеться, потому что очень холодно. Так что берите с собой обязательно теплые вещи, тем более если рано утром выезжаете. Остановились мы примерно в 80 километрах от Далата. Здесь у нас стоит какой-то тоже местный Будда. Но самое главное не это. Посмотрите, какой чудесный вид у нас открывается отсюда. А мы наконец-то доехали до Далата и приехали на первую локацию. Это пагода Деньхуок. А мы поднимаемся все выше и выше в этом храме. Смотрели мы Деньхуок, очень симпатичный храм. А мы заселились в Сепи отель. Такой вот у нас номер, называется он так, Сепи Хотел. Ванная, кровать, балкончик есть. Таким вот видом. Дорога из Ничангу в Далат у нас заняла 3 часа 40 минут. Это мы сделали где-то 4 остановки небольшие, там по 5-10 минут. Что касается самой дороги, она достаточно хорошая. Есть где-то небольшие заплатки, но в принципе километров 60 можно спокойно ехать. Что касается самой поездки на байке, ну если у вас есть опыт вождения байка, я не знаю, там в Азии, в Таиланде, во Вьетнаме, если вы в Вьетнаме нормально ездите по городу, то проблем с дорогой у вас точно не возникнет. Как бы если вы плохо ездите, первый раз хотите взять его в аренду, конечно, дорога, скорее всего, это не для вас. Лучше брать экскурсию, либо ехать на автобусе. Ну и, конечно, еще очень многое зависит от самого байка. Мы взяли Honda PCX, она нам обошлась где-то 8,5 тысяч рублей за 10 дней. Конечно, можно сэкономить и взять какой-нибудь там байк за 4000 рублей, но вы будете на нем мучиться, и в Далат, в гору вы будете ехать не 3 часа 40 минут, а часа, наверное, 4,5, а то и 5. Поехали покататься на канатной дороге. Билетики стоят 80 тысяч. Настя, хочешь кататься? Да. Канатка с красивыми видами. Только такое чувство, что-то не хватает. Где-то сноуборд, мне кажется, потеряли. Или лыжи. Небольшой парк. Посмотрим, что он себя представляет. Есть небольшой парк, где можно покататься на качелях, поделать фотки. Но я думаю, больше 15 минут тут уже делать особо нечего. Тем более в Далате много других интересных мест. Ну а мы сейчас отправимся на следующую локацию. Это водопад Далантау, где мы сможем скатиться с горки.
Мы уже в свои машинки садимся практически. Впереди страшнее сидеть, чем тебе. Думаешь? Да. Класс. О. Так. Короче, там походу какие-то китайцы обосрались, как бы не едут дальше. Из-за них такая пробка скопилась. Вот это... Что так было? Блядь. Извиняюсь. Это было страшно немножко. Внизу мы приехали к водопаду. И вот тут такой водопад. Вторая часть спуска была достаточно быстрая, поэтому я рекомендую прокатиться здесь. Все-таки, если будете в этом парке, обязательно. Стоит эта поездка на машинках 300 тысяч донгов за 2 человек. В этом парке есть еще чем заняться. Можно сходить в парк экстремальных развлечений на деревьях, что-то типа панда-парка, покататься на вот такой вот натяжной дороге над водопадом. Но для этого, к сожалению, тут нужен целый день. А так как мы сюда приехали всего лишь на сутки, у нас на это уже времени нету. Едем в следующее место. Добрались до следующего места. Это пагода Лин-Ан. Днем мы ехали 40 километров от Далата. А вот эта вот статуя очень-очень огромная, большого Будды. Посмотрите, какая она большая по сравнению с людьми. Да, эти лишние 40 километров определенно стоят того. Посмотрите ее масштабы. А слева у нас будет водопад. Называется Elephant Waterfall. Вот так вот мы спускаемся к водопаду Elephant. Elephant Waterfall у меня за спиной. Очень классный водопад, и оно того стоило. Посмотрели все, что успели сегодня. Вот так вот выглядит ночной Далат с нашего балкона. Ну а сегодня нас ждет дорога в Ничанг обратно в наш отель, а также по пути мы посетим парк цветов. Ну, в общем, я понял, мы пришли в местный Кёкенхолд. Кустики тут всякие растут красивые. А еще есть вот такая вот цветочная галерея, где можно купить семена всех этих цветов. Ну а пока мы прогуливались по этому замечательному саду, мы встретили Ваниного брата-близнеца. Так что, кто любит небольшие садовые деревья и цветочки, тому точно понравится этот парк. А мы сегодня пришли в кафе Терезавод, называется Ля Мьет кафе. Они занимаются производством кофейных здесь в Далате. И взяли вот такой вот кофе. У нас что это, латте? Латте. А у меня какой-то с мороженым, не знаю, как называется. Аффогато. Аффогато. На пути из Далата в Ничанг вот прям такую красоту можно увидеть. Прям за мной проплывает сверху облако. Смотрите, мы прям заехали в облако. Настя, ты чувствуешь себя в облаке? Я каждый день чувствую себя в облаке. Сразу вспоминается игра Silent Hill или фильм, кто его смотрел. За поворотом уже даже ничего не видно. Специально остановились, смотрите, какой красивый водопад. Прям с верхушки горы он стекает вниз.
Очень красиво выглядит. Кстати, еще хотел сказать по поводу погоды и по поводу одежды. Сам Далат находится на высоте 1500 метров. Но путь у него ведет через гору. И на верхушке горы очень холодно, особенно если вы едете на байке. То есть я вот, посмотрите, как одет. Штаны, толстовка, там майка. Настя, он вообще в джинсовой куртке. Поэтому обязательно берите теплые вещи. Тем более, если учесть, что с погодой нам реально повезло. Как бы у нас и в Ничанге, и в Далате было хорошее голубое небо и солнце. Ну что, настало время подвести итоги нашей поездки. Ехали мы до Ничанга 3 часа, ну, с небольшими остановками. Что нужно обязательно знать перед поездкой? Давайте начнем с мопеда. Мопед нужен действительно хороший, надежный. Нет смысла экономить на мопеде, если собираетесь в Далат, потому что дорога горная. Нужно, чтобы мопед все это преодолел, и вам будет комфортнее тоже ехать. По поводу одежды, ну, как минимум, это какие-то толстовки, а лучше вообще взять с собой еще сверху куртку. Обувь обязательно кроссовки, никаких там шлепанец, тапочек или еще чего. Так что, ребята, обязательно езжайте в Далат, если вы уверены в том, что вы доедете туда на мопеде.